честно, я не ожидала, что поездка в Ришикеш окажется настолько особенной. В прошлой серии мы увидели огненную Ганга-Арати, поднялись в Гималаю, священный Девпраяг, где сливаются две реки и начинается Ганга. А по дороге мы заехали в пещеру Васиштхи, и именно там со мной случился момент, который я точно не планировала. Я получила подарок прямо с алтаря. В этом видео мы продолжим наше паломничество, побываем еще в нескольких храмах и узнаем их историю. Поэтому оставайтесь с нами, будет интересно. Всем привет! И я сейчас нахожусь возле Ганги. Вот она, такая зелененькая, красивая. И сейчас солнечная погода, все отлично. Я, знаете, что еще хотела показать? Помните наши такие растения, которые растут дома? Фикус. Не знаю, как он официально называется, но у нас называют его фикус Наташа. И вот смотрите, это дерево. Оно огромное. Вот, одно и второе. И это фикус, да. Именно тот, который растет у нас дома. Вот он. Так что вот так в Индии очень легко все растет. А, кстати, да, еще два дерева больших. Вот Ринал мне показывает. Вот там это тоже это такой же фикус. Фикус Наташа. Фикус Наташа. Это набережная такая Ганга. Очень комфортно, есть скамеечки, можно посидеть, помедитировать здесь, посмотреть на эту всю красоту. И вечером здесь фонарики. Классное место. Далеко от суеты, потому что некоторые места очень такие многолюдные, и там, конечно, медитировать или расслабиться не получится. А это вот как проводят арати, такая картина. The Story of Ma Ganga. Очень интересно. Колката. Калькатта? Yeah. What is that? Victoria Bhavan. Acha. So this is Kolkata Bridge. This is Victoria Memorial in Kolkata. This is Golghar in Patna. This is Varanasi. Varanasi. Kashi. Kashi. Then this is Prayagraj, where three rivers, Ganga, Jamuna and Saraswati meet. And This is what? Crocodiles. yeah, dolphins. Ganga dolphins. And this is Kanpur, where all the dirty comes. And this is what is this? Здесь продают кофе, смотрите, кофейна. Там можно посидеть, ресторан. И все это на набережной. То есть с одной стороны вот Ганга, а с другой стороны вот такой ресторан, кафе. В этот раз мы поселились немного в стороне от популярных туристических мест в Ришикеше. Обычно там очень много людей и шумно, постоянно приезжают туристы, все довольно активно и оживленно. А здесь совсем другая атмосфера. Еще здесь расположены дорогие отели прямо на первой линии. Из номеров открывается красивый вид на Гангу. Представляете, просыпаться утром, открывать окно, и перед тобой река, горы, и это особенная тишина. Иногда стоит немного отойти от центра, и находишь вот такие уютные, почти скрытые места. Be careful.
should have brought our. Oh my god. Very stick. Okay, don't show camera. На следующий день мы отправились в горы рядом с Ришикешем, чтобы посетить два важных храма Шивы и Парвати. Но вначале мы остановились возле храма Гаруды. Гаруда – это священная птица и спутник бога Вишну. Именно отсюда многие начинают свое паломничество, когда едут высоко в горы к главным святыням Бадринат и Кедарнат. Говорят, что перед таким серьезным духовным путешествием важно получить благословение именно здесь. Дорога туда гористая, но не слишком крутая, ехать вполне комфортно. Наш водитель рассказал, что в сезон дождей здесь часто бывают обвалы, камни сходят прямо на дорогу, и в некоторых местах ограждение просто снесло. Поэтому путешествовать в Гималайи летом в сезон муссонов довольно опасно. Сейчас зима, сухой сезон и риск обвала минимальный, так что нам повезло. По дороге я сняла обезьян, их здесь очень много, прямо целые семьи сидят вдоль обочины. Они выглядят очень мило, пока просто сидят и смотрят на тебя. Но на самом деле это дикие животные. Они могут внезапно подбежать, что-то выхватить или даже укусить. Поэтому любуемся издалека, ничего не предлагаем и не провоцируем. У них здесь свои правила. Наш водитель по дороге рассказывал нам столько всего интересного, истории, легенды, какие-то факты. Но проблема в том, что я пока понимаю на хинди только базовые слова. Поэтому я сидела, слушала и периодически ловила знакомые слова вроде мандир, шива. В общем, информация была очень ценная, просто пока не вся до меня дошла. Надо срочно подтягивать хинди. Сейчас мы едем к храму Нилканх Махадев Темпл. Он находится примерно в 30 километрах от Ришикеша, и на машине дорога занимает около часа. Все зависит от трафика. Храм расположен на высоте примерно 1300 метров над уровнем моря, поэтому по мере подъема становится прохладнее и воздух ощущается совсем по-другому. Интересно, что к храму есть две дороги. Одна автомобильная, по которой мы едем, а вторая более прямая пешеходная тропа через лес. Пешком путь занимает примерно 4-5 часов. И многие паломники выбирают именно этот вариант как часть своего духовного пути. क्या है स्पेशल? तो हमें जब चढ़ावा करने के बाद माला मिल जाएगी वापस और ये प्रसाद आपको 2 चीज मिलेगा बाकी सब नीलकंठ Идем в храм Нилканх Махадев. Купили то, что предложить надо божеству. И после храма мы поделимся впечатлениями. Впервые я попала в этот храм 8 лет назад, и, честно говоря, тогда все было совсем по-другому. Было намного меньше машин, меньше людей, почти не было торговых палаток, атмосфера ощущалась более спокойной. Я тогда приехала просто как турист и, можно сказать, случайно сюда попала. И помню, как местные люди помогали мне разобраться, что нужно делать в храме, какие ритуалы проходят, как правильно совершать пуджу. Меня тогда очень удивило, насколько добрые и заботливые здесь люди, и в какой-то момент у меня появилось очень глубокое ощущение, как будто сам Шива пригласил меня сюда и заботится обо мне. Это сложно объяснить словами, но тогда я почувствовала особую связь с этим местом. Сейчас мы стоим в очереди. Смотрите, какая там очередь еще и впереди. И я приезжала сюда 8 лет назад, и здесь было вообще почти никого. Сейчас очень много людей, учитывая то, что сейчас будний день и дневное время, когда обычно не так много людей, это не утро. И тем не менее, люди стали ходить по храмам в гораздо большем количестве, что приходится теперь стоять в очереди и ждать. И пока мы стоим в очереди, чтобы попасть в храм, расскажу вам историю, почему этот храм называется Нилканх Махадев, синегорлый Шива. Когда-то давно девы и асуры были вынуждены объединиться и вместе покорять океан. Им нужно было получить Амриту, нектар бессмертия, вернуть богиню Лакшми и обрести другие небесные сокровища и волшебные дары. Для пахтания они использовали гору
Мандара, как ось, а огромного змея Васуки, как канат. Океан начал бурлить, мир замер в ожидании. Но самым первым из океана вышло не сокровище, а появился страшный яд – Халакала. Он был настолько ядовитым, что мог уничтожить все живое во Вселенной. Боги и асуры испугались, никто не знал, что делать. И тогда Шива, чтобы спасти мир, взял яд и выпил его. Чтобы яд не распространился по его телу, богиня Парвати сжала ему горло. Яд остался в его горле, и оно стало синим. С тех пор Шиву называют Нилканх – синегорлый. Шива, выпивший яд, это символ высшего сознания и огромной внутренней силы. Шива – это образ того, кто сохраняет баланс, исполняет свою дхарму и жертвует собой ради мира. В этом и есть его величие. Но давайте вернемся в наше время. Вот так выглядит храм снаружи, небольшой, но яркий, с множеством деталей и символов. Дамру. Damru, and this is the bigger Damru. Дамру – это небольшой барабан в форме песочных часов, который держит Шива. Его звук символизирует ритм Вселенной, создание и разрушение, начало и конец. Дамру связан с космическим звуком, из которого появилась жизнь и сама вибрация мира. Поэтому этот маленький барабан не просто музыкальный инструмент, а очень глубокий смысл. Здесь очень много сувенирных магазинов. Их так много, что идешь как по лабиринту. Переходишь из одной лавочки в другую. Все яркое, разноцветное, статуэтки, картины, украшения, одежда. Глаза просто разбегаются. Да, это те самые грецкие орехи. Оказывается, они растут на севере Индии, в Кашмире. И здесь их продают повсюду. Мы, конечно, не могли пройти мимо. А цены разные, все зависит от размера ореха и от того, насколько твердо у него скорлупа. Чем легче расколоть, тем обычно дороже. Ну и как тут удержаться? गूगल है गूगल नहीं है अरे भैया उनको दे दो. Дальше мы поехали к храму Парвати. Дорога совсем рядом, но ощущение, что ты уезжаешь еще глубже в горы. Вокруг лес, свежий воздух, меньше людей и становится тише. Все как будто замедляется. Мы идем в следующий храм. Это храм Парвати и жены Шивы. И вот ей подношение. И здесь кокос. Turn, please. Кокос. Здесь кум-кум, браслеты и мехенди. Ну и цветы, естественно, и свитс. This is dupatta. Да, это как такой шаль. Вот, поэтому, женские такие штучки. Вот, так что идем. Посмотрим. Храмик должен быть небольшой, но все равно он важный. Мы идем, а здесь просто люди живут. Этот храм посвящен богине Парвати, воплощению женской силы, любви и преданности. Здесь ощущается совсем другая атмосфера, более спокойная, более теплая, как будто пространство наполнено заботой и поддержкой. После истории о Нилканхе особенно ясно понимаешь, что сила – это не только способность принять яд, но и способность быть рядом, поддерживать и сохранить баланс. И, возможно, именно в этом единстве Шивы и Парвати скрыт главный смысл – баланс мужского и женского, силы и мягкости, сознания и энергии. В основном в храме я не снимала, там находится божество Парвати, и внутри хотелось просто сохранить тишину. Но рядом стоит еще один небольшой храм, там богиня Кали в своей гневной форме. И это уже совсем другая энергия. Кали – это не про мягкость, это про силу, которая уничтожает страх, эго и все темное.
Ее образ может казаться строгим или даже пугающим, но на самом деле это энергия защиты. Это та женская сила, которая способна разрушить зло, чтобы восстановить порядок. В Кали есть мощь, решительность и абсолютная свобода, и рядом с ней чувствуешь не страх, а какую-то первозданную древнюю силу. Так проявляется Шакти, женская энергия во всей ее полноте, и мягкая, как Парвати, и огненная, как Кали. Храм совсем небольшой и очень скромный, но виды отсюда открываются просто потрясающие. Горы, леса, простор. Атмосфера здесь какая-то простая, почти сельская. Людей совсем немного, нет суеты, нет шума. Есть ощущение, что ты находишься далеко от цивилизации. И эта тишина такая непривычная для Индии. Утро, и мы снова в дороге. Рикша лавирует между машинами, вокруг сигналы, голоса, запах специй, свежего чая. Старый Ришикеш просыпается. Люди спешат на работу, открываются магазины и рынки. Кто-то уже торгуется, кто-то завтракает на ходу. Город бурлит и живет своей обычной жизнью. Пока мы едем по старой части города, особенно чувствуется контраст. Здесь живут местные жители, много мастерских, обычных магазинов, рынков. Все шумно и по-настоящему по-индийски. А есть туристическая часть Ришикеша с гостиницами, кафе, ресторанами, йога-центрами и сувенирными магазинами. Иностранцы чаще всего селятся именно там. Сейчас на рикше мы едем на автовокзал, чтобы добраться в город Дехрадун и там посетить еще один храм Шивы. Нам предстоит проехать примерно 45 километров. На автобусе это обычно занимает около 1,5 часа. Так что впереди еще одно небольшое путешествие. И хоть Дехрадун довольно большой и шумный город, сам храм находится на его окраине, в тихом, очень красивом месте. Итак, друзья, сейчас мы находимся на территории храма, который очень древний. Говорят, что ему более чем 6000 лет. Называется он Тапкешвар Шива Мандир. Мы получили только что даршан. Как вы видите, вот ставят такую вот метку, так сказать, Шивы. Это не сильно раскрученное популярное место в Индии. Находится это на севере в городе Дехрадун, но очень сильное. Здесь находится Шивалингам, который образовался из скалы. То есть натуральный, или как сказать, самообразовавшийся Шивалингам, и сверху с пещеры капают капельки воды. Но давайте все по порядку. По ступенькам мы спускаемся вниз к реке. Именно там находится пещера с Шивалингамом. Справа сидят садху, люди, выходя из храма, оставляют им пожертвования. Кто-то дает деньги, кто-то приносит еду. Само место очень древнее, считается, что его история уходит на много веков назад. А вот храм и все постройки вокруг появились уже сравнительно недавно. И в этом есть что-то особенное. Стены могут быть новыми, но энергия места остается прежней. Перед входом мы покупаем подношения для Шивы. Это цветы, листья бильбы и вода. Окей. А это учитель дрона. Именно с его именем связано это место. И сейчас я расскажу вам историю, которая произошла здесь много веков назад. История этого места тянется сквозь века, уходя корнями в эпоху Великой Махабхараты. По преданиям, именно здесь жил и медитировал Дроначарья, великий учитель пандавов и кауравов. Он был мастером боевых искусств, но в те времена жил как аскет, полностью погруженный в молитвы Шиве. Самая трогательная часть легенды связана с его сыном Ашватхамой. Когда малыш родился, у жены Дрона не было даже молока, чтобы накормить его. От отчаяния Дрона начал молиться Шиве в этой пещере, прося о помощи своему ребенку. И Шива услышал его. И произошло чудо, с потолка пещеры начали падать капли молока. Они стекали на естественный Шивалингам и собирались так, что Дрона мог напоить новорожденного. Для аскета это было настоящим спасением.
Со временем молоко превратилось в воду, но капли продолжают падать здесь и сегодня, день и ночь, веками, как вечное напоминание о вере и милости Шивы. Сегодня это место выглядит уже совсем по-другому. Здесь построен храм, куда приезжают люди со всей Индии. Но природа вокруг почти не изменилась. Рядом с храмом протекает чистая горная река. Вокруг красивое ущелье и густой лес. Именно это сочетание древней легенды и нетронутой природы делает это место по-настоящему особенным. Мы посетили храм и получили даршан Шивы. Снимать внутри нельзя, поэтому я могу показать только то, как выглядит храм снаружи. Но могу рассказать, что находится внутри. Сам храм — это настоящая пещера с каменными стенами. И самое удивительное, вода действительно капает прямо с потолка, медленно стекая вниз и образуя шивалингам в скале. Когда видишь это своими глазами, легенда уже не кажется просто историей. Рядом мы увидели лифт и решили подняться наверх, просто посмотреть, что там находится. Как оказалось, это лифт сделали в первую очередь для пожилых людей или тех, кому сложно много ходить. С его помощью можно подняться или спуститься прямо к храму, минуя ступеньки, по которым мы раньше спускались вниз. Наверху мы оказались в очень уютном, ухоженном парке. Здесь можно спокойно погулять, посидеть на лавочке или просто немного отдохнуть. После этого мы вернулись обратно к девушке, у которой покупали подношения для храма, и вернули ей корзинку. Здесь это обычная практика. Ты покупаешь подношения в такой корзинке, а после даршана просто приносишь ее обратно продавцу. Еще у девушки были зернышки рудракши. Сначала она назвала цену 100 рупий за одно. Но мой муж знает, как сбить цену, и не просто немного, а сразу в 10 раз. И в итоге мы заплатили всего 10 рупий за штуку. Вот что значит настоящий мастер индийского торга. А вот такие вот, это не зернышки, такие рудракши, называется рудракша. Это символ Шивы, его благословения. Кто имеет такие рудракши, тот имеет благословение Шивы. О, вау. Громко. Так что мы купили 2 таких рудракши. Мне очень понравилось это место. Здесь тихо, спокойно, почти нет людей. И именно такую атмосферу я всегда представляю, когда думаю о местах Шивы. Рядом течет река, вокруг лес и скалы. Воздух свежий, и начинаешь понимать, что этот храм не только сама пещера и шивалинга, весь этот ландшафт и есть храм. А ведь именно в этом и есть суть Шивы. Простота, тишина, медитация и глубокая связь со всем живым. Ну что, наше путешествие подошло к концу. Мы уже последний день, и завтра будем уезжать, но это было прекрасное путешествие, и мы посетили очень много святых мест, получили благословение. Надеюсь, что улучшили свою карму этим и будем продолжать свой путь. Также будем делиться видео, чтобы вы знали, какая Индия интересная и насколько сколько здесь интересных мест и красивых, и сильных. И не просто так Индия называется центром, духовным центром нашего мира.